Но ведь если я тебе делаю что-то, Да. я того же самого жду. И хорошо, я уже там хорошо тебе делаю, но ты для меня тогда должна как-то тоже... Ну так, допустим, вот манипулятивные люди, они же всегда обещают, что вот будет потом, вот подожди, еще немножко. Вот продай квартиру, продай дом, продай машину, и вот будет счастье. Сейчас. Об этом даже речь. Не может быть и речи. Человек, если хочет с тобой серьезно, так он должен тебе что-то вот говорить, предложить, что-то, но тоже что-то должен иметь. Да. Не только, что я одна все это. Тяну эту лямку. Так не должно быть. Нет. Я всякой жизни видела. Если я когда-то сбежала от собственного мужа, даже квартиру оставила. Все. Да? Как стояла, в чем была... Почему ты ушла от мужа детей. бывшего? Пил, Правильно. Ушла, правильно. бился, дрался, ко всему ревновал, к столбу даже. А ты сколько лет с ним прожила? 15. Ой-ой-ой-ой-ой. Так это надо было в первый год уйти. Дети. Все же казалось, ай, сегодня плохо, завтра плохо, послезавтра будет лучше. Вот она маневр. Вот это, вот это вот такая. Маневр. Так это, слушай, когда тебя чужой манипулирует, то чужой. А когда ты замужем, и ты, и это он, то он где-то слышал, то кто ему-то классочь какая-то донесла. Что это за такое? Бежала от него. Нашла женщину, которая взяла меня с 2 детьми. И 10 лет жил отдельно, пока он не умер. Вот. Слушай, а ты вот не думала, допустим, если бы ты развелась пораньше, может быть, твоя бы жизнь по-другому бы сложилась? Не, это я к тому, что многие женщины терпят и ждут, что что-то поменяется. Но люди не меняются же. Человек не меняется. И когда ты, если ты видишь, как бы хорошее, общаться нужно очень много. Я тебе скажу секрет, это да. Я тебе скажу секрет. Общаться. Да, психопаты, нарциссы обожают хороших женщин. Хороших, честных, порядочных, таких верных, с такими прекрасными качествами. Нарушенные люди их очень обожают. Потому что именно они будут терпеть, и ими можно пользоваться. Всему предел бывает. Бывает. Я не буду рассказывать, что мне приходилось терпеть. В один прекрасный день я собрала шмотки детей, в чем стояла, в том пошла. Слушай, а как вот твой муж ухаживал? Вот как начинается абьюз? Ты помнишь? Он нормально ухаживал, все было хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Не было так, что он меня использовал, мы как-то старались. Он работал, я работала, старались. Хорошо, когда началось? Наверное, когда замуж вышла, только после этого ребенок родился. Вот. Ребенок родился. Это муж собственный. Это бывает, знаешь, ребенок больной, кричит, кашу мешаешь, варишь и держишь. Скажешь, он орет. Нервный какой-то сделался. Имел хорошую работу, но деньги хорошие. Начал попивать. Знаешь, когда я ему стала говорить, ты, если что-то там делаешь на работе, то ты бери все это деньгами и с рабочими не пей вместе. Ты же за ними присматриваешь, ответственный, то ты не должен этого делать. Да. Короче, спился. Я его когда оставила, 10 лет, он через 10 лет умер. Квартира это была заложена в долгу. Он сам еще жил? Он один жил. Он бывает, я водителем работаю, он позвонит в диспетчерскую, где сегодня Вида работает. Руку поднимал на тебя? Да. На детей? Нет, никогда. Он детей тебя, любил. Да? Но он не считался, дети это слышать, видят, и он мог в ярости. Бывает, я его позову по имени, у него уже началось
с мозгами что-то не... Ага. Как ты меня назвала? Как я тебя назвала? И по имени тебя позвала. А что ему не нравилось? Ему уже начали какие-то, наверное, с психикой от этого Но это плохо. с возрастом у нарциссичных людей все обостряется и усиливается. И их психика... Я даже таких, вот как ты говоришь, нарциссические, там еще Да, какие, да. я даже таких слов не Ну, знала. это тогда не знали. Сейчас уже это вон в Ютубе полно. Тогда я не знала. И я бежала, в чем стою. Потому что бывало, приду к подружке, я говорю, задери мне майку. Говорю, что ты такая, как поломанная? А ты, говорю, майку подними мою там сзади. Ой, я говорю, даже руки не могу поднять. Это он тебя чем бил? Всем чем. Я такие волосы имела, и пришлось мне обстричься. Почему? Кучами лежали. Вырывал? Ты не ходила в полицию? Ну и что? И как это? Было подкуплено все. Что подкуплено? Полиция. И заявление писала, он как? Ай, муж, жена, одна сатана. И такое было. Ну нет. Так не Пришел может. домой, еще хуже. Когда отпустят его. Вика, я белая не от того, что я белая от такой жизни. И только может тот понять, кто жил похоже или примерно так. И когда я его оставила, 10 лет не жила, мы не были разведены. Мне развод мне этот не был нужен. Это лишние деньги отдавать, которых у меня и так их не было. Пришлось 2 детей смотреть, а не бегать, разводиться и чего-то искать, платить кому-то. Так я же квартиру оставила, все, и сбежала. А потом, когда умер, у развода этого не было, пришлось мне его похоронить. Да? Потому что я же жена на бумаге. Угу. Жена. Угу. То есть, получается, смотри, фактически у вас основной главный абьюз начался после того, как родился ребенок, Как да? родился ребенок, был такой, какой-то был очень неспокойный. Сухой, сытый, голодный, мокрый, орет, ношу хорошо. В подушке положу, спит, только отпустила, А ты раскрыл. знаешь, что дети же чувствуют абьюз? До 3 лет такой был, а потом с 3 как-то пропало все это. Ты про сына говоришь, да? Да, про сына. Он как с 3 лет, как к врачам возила, что такое, ничего не находят. А это когда даже, знаешь, ребенок от этого всего заметила, как в школу стал ходить, и вначале надо идти в школу. Вика, он как бы слово говорит и так, хочет сказать, слово и как бы заикается, да, и потом уже это как-то получается. И я тогда, и самой мне было, я бывала, знаешь, пробовала терпеть, как говорю, сегодня плохо, завтра плохо, послезавтра будет лучше. Пробовала, он бывало вот так, я открою дверь, и вот тут коридор, и из коридора окна, и с остановки было видно, когда он с работы приходит. Ты знаешь, что было? Он меня еще не видит, а я его уже вижу. И меня саму начало вот так трясти. Меня трясло то, что я его только вижу, как он идет. А то, что он уже скажет, я сама лечилась от нервов. У меня были спарализованы руки, ноги, отнялись. Я вот так с лавочки упала. Как сидела, так и свалилась. Да лицо скрутило, вот это начало. Знаешь, как бывают руки вот такие, во. Жизнь с психопатом, да? Так что все кричали, беги ты подальше, беги ты, где твои глаза глядят. Где, говорю, с 2 детьми? Кто хочет с 2 детьми тебя куда-то взять? Так, а зачем Нашла такую бабушку. 2-комнатная квартира у нее была, она старенькая. Правда, она с детьми очень помогала, любила детей. То от нее и сбежала. Ты к ней сбежала? Нашла, начала спрашивать на работе, девки, может, знаете, где комнату какую? Слушай, а как себя психопат вел? Все угрожал, бегал. Я найму, я сам пальцы не буду пальцем трогать, найму, кто это сделает за меня, тебя убьют там. Это психопаты очень любят нанимать других людей, платить им деньги. Ничего не было. А он так пил, так спился, что бывает, вот еду, он диспетчеру позвонит, где сегодня Вида работает, там,
по фамилии, там таких вид, как я, то с такими именами было не одна, то где работает диспетчер, скажет, на каком маршруте, где работаю, то он едешь, на остановке стоит. Такими дрожащими, Дуня, тогда у нас были не евро, а еще литы эти литовские. Дай 10, дай 5. Один раз дала, другой раз дала. А потом говорю, что я тебе, блядь, банк? Алкоголизм начался, да? Да. Слушай, ну это вот, я тебе скажу, что все... И, короче, его через 10 лет младший сын, мама говорит, я был у папы и оставил такие, как летние босоножки какие-то там. Говорит, я съезжу к нему, заберу. Ну, я тебе говорю. Только я сказала, мы 10 лет уже не живем, только я говорю, Дарек, поедешь, сделай так, позвони в дверь. Если дверь не откроет, он ключ имел от этой квартиры. И говорю, если не откроет, говорю, может он не один, может с кем. Я говорю, ты культурно. Тогда, говорю, позвони в дверь. Не откроет, если... Открой своим ключом. А уже у него даже звонок не работал. Отключенный свет. Газ отключенный. Он уже ничего ни за что не платил. И, короче, когда он открыл двери, с коридора было видно край, типа как кровати. И он так, говорит, я захожу и говорю ему. Так руки, говорит, наверх поднятые. И он как бы спит, но... Говорит, папа, что ты в середине белого дня спишь? Папа, говорит. Он не отвечает. Тогда, говорит, как зашел в комнату, я его, на диване спит. Я, говорит, смотрю открытыми глазами. Говорит, почему ты не разговариваешь со мной? Ребенок не понимает, что это такое. Сколько лет было ребенку? Он уже взрослый, но... Он никогда не видел мертвого человека. И говорит, я ему за руку, а он холодный. То он забыл, чего и приехал. Не надо было этих босоножек, он уже не искал. Да. Он позвонил мне, а я в магазине была. Говорит, мама, бери, у нас такие Латвии ездили, бери. А я в кассе уже выложила продукты, буду платить. И он мне говорит, папа умер, мама. Он говорит, мертвый, мама. Ты понимаешь, говорит, он таким голосом, я говорю, я не знаю, что делать. Так я говорю, подожди, а в кассе слышит, говорю, как мертвый, слышит же кассирша. Я говорю, вы знаете, я эти продукты оставлю, и говорю, я не знала, что сказать, говорю, муж у меня умер. Я говорю, извините, я говорю, это брать не буду. Говорит, хорошо, так и оставьте, мы сами. Ну что, поехала, я нашла, он печень... Это такой момент, что вот все нарциссы, психопаты, они обязательно выпивают или употребляют наркотики, чтобы немножко облегчить свой гнев, ярость, все, вот что внутреннюю... Раньше, водка там до определенного времени продавал тогда, а работал, например, он во вторую смену, а пьют все. Не все, кто пьет, то пьет. То, значит, эти бабули занимались каким-то спиртом. Придет какой пьяненький, она знаешь, как делает. Воду наливает, там сделает вид, запах. Чего-то нальет и подает им. Сколько поотравлялись. Ой, Иисус, через заборы прыгают. Заборы везде. Ты ушла тогда, когда ты увидела, что сын уже заикается, что у него уже психика нарушена. И когда ребенка свела, потом как сама вот так заболела. Я заболела сама сначала. Сын заикался, то еще заикался. А я сама свалилась и в больнице полгода пролежала. Иглоукалывание, ванны эти всякие, там массажи. И когда доктор пришла и говорит, так, садись, тебе уже вижу лучше, и мне расскажи, как ты живешь. Умница. Женщина, да? Женщина. Я рассказала, говорит, так, запомни, что я, говорю, тебя бы еще и теперь бы держала в больнице, но я должна на какие-то курсы там ехать. Да. И говорит так, если ты будешь продолжать так жить, ты запомни. И она меня убедила. Ты ему уже давно не нужна, но ты, вида, как спарижована будешь, ты и детям не будешь нужна. Ты не в руки возьмешь, что ни слова скажешь. Ты должна бежать
Не оглядываясь. не оглядываясь. Меня отпустила она домой. Я говорю, я детей не видела, я не так далеко, наверное, полчаса идти, и я дома. Прихожу, он с кем-то пьет, дети играются в комнате, я даже детей не успела увидеть. Я только зашла, с каким-то пьет, и говорит, во, это, в кавычках, Да. лечится неизвестно от чего. И меня начало трясти обратно. Я не помню, как я оказалась в больнице. Я хлопнула дверьми и обратно ушла. Так она меня при мне дежурила, это врач всю ночь, колола лекарства. Я, говорит, думала, что ты не все тебе, крышка. И она потом сказала, если ты не уйдешь, все, ты уходи куда хочешь, ну беги, живи, спи на полу, чтобы дети только сытые были, делай все, что угодно, только не будь там. Слушай, Ну, я бежала. Когда я в себя пришла, я стала искать хату, и я сбежала. вот так действует жизнь с психопатом. И ребенка водила, и в школу, и ребенок к нейропатологу, к врачу возила. И потом со временем прошло. Ну да, сын заикался. И что ты сделала? К врачу отводила. Но он тогда стала спрашивать, расскажите, как вы живете, ну что дома. Как ты вылечила детей? Ну, как бы, ну, заниматься с ребенком нужно. Это нервы, это все нервы, и стал заикаться. Сама заболела. А потом, когда я его оставила, ушла, тогда все это и прекратилось. Сразу же или через какое-то время? Через какое-то время. Это для этого все время дается. Время, и, знаешь, и лечит, и калечит, говорят. А время. Всему свое время. И говорю, о мертвых плохо не говорят, ничего не говорят, или вообще ничего не говорят. Я сказала бы, если уже руку поднимает, раз поднял, ладно, ты уже имей в виду, он поднимет и 20, и 30 раз. И бежать. Чай и хлеб есть. Даже если нет дохода, нет никакого... Что это доход? Думаете, я сбежала, у меня доход был, денег, мешок был или чемодан? Не было. Значит, ты должен поставить себе, создать такие условия, чтобы детям хорошо было, а ты тоже как-нибудь там. Сколько было детям лет, когда ты ушла? Учили в школе еще. Ну, уже такие не маленькие, але все равно учились, и я сбежала. Дети, погодки или какого возраста дети? 5 лет почти разница между ими. Вот если бы вернуть время назад, ты бы ушла раньше прям сразу? Если б кто... Знаешь, все молодые надеются, вот, ай, сегодня плохо, завтра будет лучше. Сегодня он там пьяный был, там что-то сказал не так, ладно, завтра будет лучше. Это еще только хуже будет. Ты детей сама поднимала, да, на Да. ноги ставила? Кем ты работала? Водителем. Водителем троллейбуса. Вида, а вот сейчас дети выросли, взрослые уже сыновья. Вот, Взрослые своих детей как имеют. это отразилось как-то на их психике? Вот сейчас ты Не, видишь? все нормально, все нормально. У них нет этого? Нет, нарциссизма, нет. психопатии? Старший сын имеет 2 детей, 2 мальчика, нормальные, все хорошо. Младший имеет 1, все хорошо с детьми. Только я, бывает, одно, ну как, на меня, наверное, отражается. Я, бывает, снервничаю, то... На пустом месте, да? Как, на мне, я могу молчать, ничего не говорить, но вот есть вот такие женщины, ну, которые меня знают, посмотрели в глаза и сразу говорят, что случилось? Рассказывай, что случилось? Сразу меня глаза выдают. Что у тебя начинается? Какие-то приступы агрессии? Нет, она смотрит, что я вся уже черная, уже вся, лицо даже меняется. Сейчас? Не сейчас, это когда я что-нибудь вот такое бывает. В Англии, ну мало чего бывает. То есть что, ты же начинаешь переживать? Ну да, думаешь, и спрашиваешь, что случилось?
Говорю, не расскажу. Нет, расскажешь. А, то есть, получается, триггерит что-то тебя, вспоминаешь, да? Ну, бывает. Мгм. А сейчас это тоже чувствуешь? Ну, нет, ну... Не-не-не, не в данный момент, а вообще, вот последние там годы. Разве все можно так до конца вылечить, чтобы ни за что не переживать? Не-не-не, дело в том, что Мне все хорошо. я тебе теперь. поясню. Если нас окружают токсичные люди, которые своими действиями триггерят тебя, и у тебя случается флешбэк, то вот ты переживаешь те же самые чувства. Вот в чем дело. То есть Нет, сейчас есть человек, который тебя возвращает туда, обратно? Вика, я стараюсь. Вижу, что что-то мне не нравится, не так. Вижу. Я тогда молчу и жду, чем это вот закончится. Я хочу убедиться, чем это закончится. Так может, ты с мужем тоже хотела убедиться, чем закончится? Ну, пока не сбежала. Ну вот. А тут еще пока ждешь, да? А тут пока ждешь еще. Чем закончится? А ничем. Я уверена, что ничем. Вида, то есть получается, женщины, у которых был абьюз, у них очень большая вероятность попасть в абьюз снова, да? Ну, вероятность, но на те же самые грабли наступить. Да. Не, себя в обиду не дам, чтобы меня лупили или еще что-то Знаешь, делали. я тебе скажу, что психопаты, нарциссы, они... Сразу сбавляться надо. Ну, как может не сразу? Ну вот посмотреть, пока тебя не лупят, не бьют, то вот с человеком говоришь и смотришь, что ты, ну, с такими не надо связываться, я знаю, но вот ждешь и смотришь, чем это вот все это закончится. Ну, я же знаю, что не прав, что нехорошо делать. Ну, вот посмотрю, что из этого выйдет. Ну, так это ж такое любопытство нездоровое, понимаешь? Ну, нездоровое, но... Игры с нарушенными людьми, это не есть хорошо, ты вовлекаешься в эту игру. Начинается, знаешь, какой процесс? Начинается процесс вынос мозга. Вынос мозга для того, чтобы в твоем мозге поселился его мозг. То есть он таким образом будет руководить тобой. Оно так происходит. Ну, наверное. Пока мной никто не руководит. Хорошо, мы тогда понаблюдаем и потом, в общем, когда-нибудь вернемся, да, еще? Ну, понаблюдаю. За кем-нибудь. Мне очень интересно понаблюдать. Да. Мне очень интересно. Ведь человек, ну как ты, надо его понаблюдать, человека, посмотреть. Да. Не. Всегда отказаться от всего можно. Хорошо, всегда сбежать можно, отказаться. Ну, понаблюдать надо. Согласна. Смотри, а вот папа, мама тебя как любили? И уже же их живых нету. Ну, понятно, понятно. Ну, любили, но я об этом не хочу рассказывать. Почему? Не буду, Вика. Отец был, не скажу, что хороший человек. Получается, в семье был абьюз, да? Женщины были. Мама от рака умерла. Зачем? Нет. А папа был немного садист, да? Я сказала, что я в жизни... Неважно, мне плохо, хорошо сделали, но я в жизни так с человеком поступать не буду. Вот мне сделали плохо, я тебе плохо сделаю. Так не может быть. Не, это так понятно. Не должно быть. То есть, подожди, мама жила тоже с агрессором, с абьюзером, да? Ну вот, а ты знаешь, что жертвы абьюзеров очень часто умирают от рака? Мама умерла от рака. Да, это у меня есть приятельница, она работает в Москве в клинике, в онкологической. И она говорит, ну, она сама психолог, она говорит, 80% в этой клинике это вот жертвы абьюза. Включается программа самоуничтожения у женщины.
Ну, в то время и лечение какое было. То не находили, бывает, приеду к маме, она такой стол имела в кухне, и там травки, разные банки, шклянки. Это все мое. Я тут то мою, то пью, то еще что-то делаю. Не трогайте, все это мое. Вы делаете, что там хотите, а тут все мое. Ничего не трогайте. Мгм. Она лечилась так потихоньку. да? Как бы лечилась, ничего, это мое, тут все накрыто, все мое. Мгм. Ну, лечилась, как спасалась, как могла. Долго мама болела? Болела, а потом, когда врачам отвезли, разрезали, сказали 6 месяцев, и все, и зашили назад. Говорит, сердце крепкое, будет 10 месяцев выдержит. Да ты что, рак чего был? Матки. Видишь, абьюз бьет по женским органам очень сильно. Очень сильно. Рак груди, матки. Я проверяюсь. Проверяюсь. Я не хочу так, как мама умерла, я не хочу так умирать. Что она терпела, то не хочу. Вида, но сейчас же много женщин терпят. Скажи что-то вот от души. Терпят, не знаю, как маме бывало говорила, мама, бросайте этого отца и где-нибудь иди. Она говорит, ой, ну куда же я? Уже, знаешь, возраст уже не такой, уже молодой. Ну куда? Раньше же, ой, стыдно, нельзя так. Да, жертвы Советского Союза. Да. Жертвы коммунизма. Да. Угу. Жертвы системы. Так нельзя, ну, вот он такой, что ты ему сделаешь? Вот он такой, там не было слов таких, как ты теперь знаешь и говоришь. Я понимаю. Я сама их вот тут недавно узнала, так мне уже не 16. Да, не 16. Да. Мне уже не 16. Говорю, бежать. Раз он уже руку поднял. Так, а есть еще психоэмоциональный садизм. Это когда не бьют, но делают тебе невероятно мерзко, больно. Чтобы ты чувствовала себя как-то так унизительно, такой непригодной. Бьют по самооценке, чтобы человек ничего не смог. Идет такое тихое уничтожение личности. Это же, на тело оно реагирует точно так же, как физический абьюз. Психоэмоциональный абьюз это очень часто используют высокофункциональные психопаты, чтобы не было доказательств. Не бежать. От этого всего непонятного чего надо бежать. Я говорю, чай пить и хлеб есть. Может, еще масло хватит купить, и все. Овощи дешевые купил, поел, сварил, посолил и съел. Нет. Я дурная была. Молодая, дурная. Молодым я советую хотя бы так не опускаться до такой степени, чтобы жить, чтобы он колотил бы меня или кого-нибудь. Нет. То есть ставить себя на первое место, свои ценности, потребности. Сбежал и только все. Когда бежишь ты об этом, когда это случается, Вика, ты об этом не думаешь, как там себя оставить, сбежать и все, а потом да. Только сбежать сначала надо. И придумать как. Надо, чтобы кто помог в этом. Не терпеть. Крутиться как можешь, но, как я говорю, в одной смене одежды ходить. Постирал, высушил на шкуру, я одел на тело и пошел обратно. Но не опускаться, да. Я иногда думаю, где мой ум раньше был. Если бы вернуть жизнь назад, ты бы... Нет, я бы такое не терпела. Ладно, случилось уже, есть как есть. Но замуж вышла. Но с первого же раза бы сбежала бы из... То есть первый такой серьезный абьюз был уже, когда вы поженились или когда родился ребенок? Когда родился ребенок.
Мгм. Ну, уже Девчонки, где-то полгода как прошло, он заболел, то ушки, то нос капает, то заболел, то смаркается, то... ну, понятно, детские моменты. И это начало сильно его раздражать, да? Да, И он это на тебе вымещал, да? ну да, подержи, держи сама. А физическое насилие первое? Когда, ну, видишь, я работала с ним на одном заводе, а потом я с женщиной одной познакомилась. Уже малый подрос такой, может, лет... Ну, такой уже лет 5, может, 7 было. Мы к его сестре ездили в другой район. И как троллейбус малый как заходит к водителю, тут вот такие дверки, а тут разные клавиши, можно потрогать. И водитель, женщина его, говорит, ну поставьте. Как его зовут? Говорю, Андрюша его зовут. Говорит, пускай он это... Хочешь, говорит, что-нибудь нажать? Нажимает, ему же интересно детям. И мы познакомились, к его сестре ездили. Говорит, где ты работаешь? Ну, поговорили. Пару раз ездила, когда одна, с детьми только, без него. И я разговорилась, говорит, приходи в троллейбусный парк, я устрою. Договорюсь. А мы работали на одном заводе, только он там наверху, я ниже этажом. Ну, я... Было так, что вот надо вставать, идти на работу. Я говорю, я не иду на работу сегодня. Я говорю, я уволилась. И где пойдешь? Что будешь делать? Говорю, троллейбусный парк. Как сказала, то... А там такие всякие, в скобках. Посмотрим, говорю. Какие там такие, наверное, всяких есть, говорю, я ж не знаю. Узнаем. Ну, уже был недоволен. А там выкрашенные, как светофоры. Недоволен тем, что ты будешь становиться независимая. Ну, уже, да, я решила уже, думаю, не, надо тут как-нибудь, что-нибудь делать. Ну, так и... Я потом говорю, я сбежала и все. Да, тяжело было, да, сложно, да, дети в школу идут, он бегает, убью, зарежу, еще там чего-нибудь, найму кого-нибудь, кто-то сделает это, ну не я. Вида, ты знаешь, что в Америке есть уроки, по-моему, даже в средних классах или даже еще раньше, по абьюзу, по нарциссизму, по психопатии, как распознать вот этих придурков. То есть там образовывают, уже дают в школе, а у нас этого нету. Нам дают, помнишь мультики про Золушку? Да. Убирай, нагнись, подметай, давай делай что-то. Красавица и чудовище, помнишь? Ну да. То есть нас, получается, наших женщин предали. Нам сунули в голову совершенно другие ценности. Понимаешь, как можно массово использовать женщин? Вместо того, чтобы они правильно любили детей, они строили советскую систему. Всех использовали, всех. И сейчас дети недолюбленные. И недолюбленные женщины, они вот сюда приезжают за любовью. Ну да, да, ей-богу, лежишь на пляже, там сидишь, ходишь, посмотришь вокруг, но идешь по городу, но есть мужчины красивые, нравится мне, но... А внутри? Нравится. Никого нет дома. Посмотришь вот так, посидишь, думаешь, о, было бы классно, но... Вдвоем легче жить. С понятливым человеком. С понятливым человеком, Да, который да. тебя понимает, и общаться много говорить. Если что-то решать вдвоем, не так, что я сказал, и святое дело. Правильно, такого нет должно быть. Давай как это выкрутится. Нет. Пока этого не будет, то жизни не будет. Не надо тогда и жить. А тут только мужчины решают все. Сказал правильно, неправильно, а тут баба слова не имеет. Тебе так кажется, дома они имеют прекрасное слово, египтянки.
Раз он ее взял в жены и должен обеспечить, то они не работают нигде, то она и дерет горло, откуда неси, откуда хочешь, но чтоб было. Она, наши сами зарабатывают. Вся семья работает. Муж, жена, если дети поменьше. В разные смены работают. Ну, чтобы только детей эти как-то куда-то не отдавать. Там в садик один заводит, другой с работы приходит, забирает. У нас так. А тут... Вида, ты вот чувствуешь, что ты вот на море в Египте, ты как будто бы возвращаешься к жизни. Вот ты живешь. Да, я домой не хочу. Ну и супер. Клянусь тебе, не ты хочу. счастливая, правильно? Я здесь счастливая. Мне, говорю, смотрю на море. Боже, я с ним разговариваю. Вот месяц мне еще остался. Ну, наверное, больше чуть-чуть. Ноябрь еще не начался. Я 6 декабря улетаю. Я бы здесь жила бы и жила бы. Ну, ты вернешься быстро, мы тебя будем ждать. Знаешь, подруги оттуда звонят с Англии. Ты домой не хочешь? Нет, не хочу. Я типа там рассказывают мне, ну вот я у сестры поехал, мне и комнату дали отдельную, я там уже и бываю. Я через неделю уже 2 думаю, как тут удочки смотать назад домой. В свою кровать, в свою комнату. Ну и что я имею? Кровать и свою комнату и спальню отдельную. И где, есть где посидеть, и удобно, но мне и здесь хорошо. Когда тебе хорошо, в любом месте хорошо. Как я говорю, сколько я где жила, никто не жаловался. ты знаешь, Единственный муж жаловался, или там какие-то мужчины жаловались. А где я жила, у кого, был бы всегда порядок. Смотрела, как за своей их комнатой было бы ли это мое вот жилище. И никто не жаловался. Да, если меня обманывали, то я как бы я видела, и я потом не занималась. Все, я отшивала этих людей понемножку. Блокировала или бывало, скажу так, говорю, жизнь покажет. Говорю, мне только время надо. Мне время надо. Мне время надо, я услышу. Не-не-не, ну понимаешь, время надо, понятно, просто так же можно жить и 20 лет с абьюзером и смотреть на это. Не, мне не надо с ним жить. Ну. Не надо Вида, с ним жить. ты знаешь, я пока сделала это интервью, я несколько раз, у меня капали слезы под очками. У меня тоже, вот я смотрю на море, и мне плакать хочется. Когда не с кем поговорить, я смотрю, свою жизнь вспоминаю. И мне плакать охота. А у тебя были подруги настоящие? Я имею их и сейчас. Есть. Есть в Литве, где я там работала. Есть в Англии, с кем я делюсь. Как она мне говорит, я, видно, тебя не учу. Или там что-то. Но, говорит, к чему быть, того не миновать. Ты, говорит, ты можешь от того... Есть человеку вот как бы урок бывает, или дано это, и ты должна это пройти. Не-не-не, дело в том, что мы сами делаем выбор. Быть с придурком или не быть с придурком. Ну, и с придурком мне... Особенно, как руки поднимает. Еще, знаешь, он тебя может раз обмануть, и ты тогда начинаешь смотреть, что тут дальше будет. И все. Понемножку. Надо так красиво, чтобы уйти, как, знаешь, красиво уйти надо уметь, и все. Если уже руку поднял, то бежать бы сразу. Мало того, что использовать, еще руки будут поднимать. Агрессоры, у них так устроена психика, что что-то может им не понравиться, идет воспалительный вот этот процесс в психике, и все. Агрессия, ну вот такая дикая. Психоз, ярость, гнев невероятный. Да. Там такой неконтролируемый гнев у психопатов, что любая маленькая вещь может спровоцировать это. Да. Что-нибудь совершенно такое незначимое. Да. Это процесс мозга. Мужа имела такого. Да. Ему вот вы, говорит, видишь, я тогда таких слов не знала. Вот как ты меня назвала? Ему уже послышится, уже там
Да, да, да. И по имени назвал. Паранойя. Это паранойя. Это такое уже, как будто ему в ушах отзывается, в голове, мозгу или где. Это паранойя, навязчивые идеи. Идешь какой-нибудь бал, ну что, какой-то встреча какая. Танцуешь с кем плохо, не танцуешь плохо. Но это психопаты ищут причину, чтобы Да. выразить свой гнев и ярость. Им всегда нужна причина. Всегда, потому что Всегда. у них это постоянное состояние. И Поэтому где они... мои глаза глядели? Да. Почему Поэтому- я раньше не бежала вот с этими Ну, детьми? вот вопрос. Поэтому они очень часто выпивают и употребляют наркотики, чтобы разгружать это состояние. Они становятся более мягче в этом состоянии. Пил ужасно. 35 лет на одной работе проработать, и потом эту работу пропить. Уволили. Потом я даже старалась ему найти что-то другое. Находила, но он долго не сидел. Потому что до того сидел, пока получит деньги первый раз. Аванс дают там, но у нас принята зарплата и аванс еще дают в конце месяца. Пока не получит какие-то деньги, откуда-то не упадут, вот, Да, да, да. только до тех пор. Получил, запил, на работу не идет, встать не может, голова болит, еще что-то болит. Да, да. Не. Где моя голова была, я не знаю. Ну, где было, там было. Зато пришло время, что... Я говорю, мне еще он умер, надо было его похоронить, и потом эту же квартиру я вернула себе. Она в долгах, как в шелках была. Я ее евроремонт сделала, и 5 лет прожила и уехала туда. Она как бы мне и не нужна была. Ида, что бы ты посоветовала женщинам? Вот ставить себя на первое место, вот проговорить. Только себя. Сначала вот я, когда мне хорошо, так себя любить, себя, только себя. Если что-то ты делаешь, то только для себя. Себя любить. Найдется, кто и на тебя посмотрит, как себя ты любишь. Его надо спросить, с каким я светом ассоциируюсь. Он даже не подумает, как ответить это. Ты должна быстро получить этот ответ. И ты можешь определить, что он думает о тебе. Сразу же. С каким светом. Он свет должен как-то сказать. Слушай, ты меня ассоциируешь с розовым, с таким нежно-розовым. Не знаю. Не знаю. Может быть. Потому что ты светлая. Я тебе очень благодарна за такой откровенный разговор. Говорю, бежать, не дать себя во виду. Уже как руки поднимает, нет хуже. Говорю, а человек обмануть любой может 1 раз, 2 раза. Ты понаблюдай и делай выводы, что уже ничего не будет. Ну, еще не бьется, значит, но Аля уже обманул 1, обманул 2. Значит, ага. Он тоже обманывает и смотрит, как ты. Проглатываешь или Проглатываешь? Нет. Если проглотила 1, значит, можно посерьезнее что-то. Что-нибудь посерьезнее придумать. И смотрит, что ты Подходишь на роль жертвы. подходишь для этого дела мне. Да. Там можно красиво говорить, и дальше едем. Нет. Человек должен, чтобы, неважно, человек, вдвоем это все испытания должны пройти, чтобы остаться вместе. Тогда только так можно жить, а иначе то нет. Не быть только тогда, когда хорошо мне с тобой. Надо быть, когда и плохо. Да, естественно. Ага, вот. И если ты не заглядываешь ой, плохо мне там, я пойду налево посмотрю. Нет, так не надо делать. Да. И только так. Разговаривать много, и как бы было бы, если было бы. Знаешь, чем отличаются нарциссы от психопатов? Нарциссам нужна похвала, подарки, всякое такое, а психопатам нужен ресурс свой.
психоэмоциональный ресурс, твоя жизненная сила. И поэтому очень много людей... Питаются они, наверное, Да. вот такой энергией. У них психика не развита. У них не развита психика, и они используют твою психику, твои эмоции, эмоциональные качели, дальше, ближе, холодно, жарко. Это все психически нарушенные люди, потому что у них нет психики, они очень скучно живут. Очень часто у них нет ни хобби, ни увлечений. Они вот такие сидят пустые перед телевизором или в телефоне чаще всего и занимаются пикаперством, потому что им нужен новый ресурс. Новая жертва, новый ресурс, потому что они ж пустые, у них нет внутри ничего. Пустая психика, пустота. Поэтому у психопатов всегда много жертв, женщин, потому что если он будет один, он просто умрет, заболеет и умрет. Ну, пускай умрет. Ну, это я тебе просто говорю. Пускай умрет, если он... Ну, на сегодня прощаемся, да, зайка? Ну да, на этом прощаемся. Говорю, девочки, обмануть любого человека можно 1-2 раза, но когда ты смотришь, что он тебя уже обманул, уже надо звоночек тебе 1, 2, и надо отходить, пока еще шкуры не дерет. Вот и все. Уже понемножку так сказать. Ну, иди дальше, обманывай кого-нибудь. Да. Может, найдется, кто поверит в эти сказки. Ну и все. Говорю, дура была раньше. Как красиво, Вика. Наслаждайся, дорогая. Радуйся Очень. каждому мгновению. Очень, очень красиво. Ты прекрасная, и я рада, что я с тобой познакомилась. Ты как луч света в моей жизни. Мне тоже здесь хорошо. Я никуда не хочу. А ты отсюда. часто плачешь? Нет, как вспоминаю, как одна, как не... Это жалость к себе, да? Но вот то, что жалко было себя. Ну. Жалко было себя и, как я говорю, не может... Ну, пока смогу ездить, могу и буду ездить. Правильно. Оставаться буду, пока есть время. Любоваться вот буду красотой. Есть кто этого не понимает. Даже вот там, где я живу, есть такие, ой, я бы то нет, туда никогда. Я говорю, туда, разве я тебе говорю, едь туда, где я? Я еду там, где мне хорошо, и бываю. Мне здесь хорошо. Да. Ну и самое главное. Жила бы и жила. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!